Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я решил сделать пончики. Я прошелся в магазин, там ничего интересного такого не было. Вкус тут совсем другой, чем с далекого детства, то, что было 100 лет назад. И что-то такое хочется, такая ностальгия не нашла, и сделать пончики. Я прошелся по интернету, там много рецептов. Один рецепт повторяется. Там они на YouTube были 8 лет назад, или что такое. И я посмотрел на свои конспекты, там тоже рецепт пончиков был. Все вместе я сопоставил, и получилось, и вышел я с одним рецептом. Так что давай экспериментировать. У меня уже рассеяна мука, здесь 650 грамм, 2 яйца, 80 грамм масла, 300 мл молока, 3 столовых ложки сметаны, 1 чайная ложка соли, 5 мл молока. И сюда 5 мл молока я засыплю 18 грамм сухих дрожжей. Посмотрим, что получится. Рассыпал сухих дрожжей. С общего количества сахара я возьму 1 чайную ложечку сахара, и эти дрожжи с молочком я замешаю. Я предпочитаю свежие дрожжи, а свежих не оказалось, так я сухими пользуюсь, потому что у меня сухими дрожжами не всегда получается, из-за этого я решил немножко развести ряд, бифу я все вместе разведу. Итак, я оставлю дрожжи на 5 минут. Тем временем я засыпаю муку. Тем временем я засыпаю муку в этот миксер. Все сухие ингредиенты добавляем в первую очередь. Так что я засыпал муку, соль, яйца, сахар, теперь яйца, наливаю масло, молоко. Молоко должно быть немножко теплое, тогда оно поможет дрожжам сходить. Дрожжи даже начинают работать, здесь пенка образуется. Теперь я заливаю дрожжи. И поставим замешивать наше тесто на двоечку. И потом посмотрим, может быть, минут 5-10 будет замешиваться.
Сейчас замешивается на двойке, а потом посмотрим, как там смешивается, и тогда мы скорость прибавим. Итак, наше тесто замешивалось минут 10. Тесто должно красивое. Тесто должно немножко липнуть. Это такое тесто. Пожалуйста, тесто мукой не забивайте. Тесто вот такой консистенции. Миксер я убираю. Итак, тесто у нас смесилось хорошо. Теперь мы тесто переложим в эту миску. Добавлять я муку туда не буду. Я недавно научился то, что вместо муки немножко попрыскать маслом. Чтобы она не прилипала. И немножко маслом на руки. Чтобы тесто не прилипало к рукам. Так. И теперь мы всю эту массу переложим. Все теперь у нас в миске. Я немножко промассажирую таким образом. Сделаю красивый колобочек. Видите, какое эластичное, красивое тесто. И теперь мы поставим сюда. И накроем. Вот таким образом. И поставим тесто поставим где-то в теплое место на полчасика. И проверим обратно. Наше тесто поднималось 3 часа. Мне не повезло с сухими дрожжами, что очень медленно поднималось сначала. А потом я поставил духовку на подогрев 50 градусов, держал 1 час, и тесто стало подниматься, как сумасшедшее. Итак, сейчас я вам покажу, как тесто готово уже. И я переложу на стол. Я уже вместе подготовил все. Также мне подготовлено то, что я буду жарить мои пончики. Это масло будет готовиться. Я поставил на 180 градусов, она сейчас нагревается. Перед тем, как тесто я положу на стол, я стол попрыскаю немножко маслом, чтобы тесто не прилипало, и также маслом мои руки. Какое шикарное тесто у меня получилось. Так, я сейчас поделю на две части. Одной частью я буду работать, другую часть я положу обратно в миску и накрою, чтобы не проветривалось. Этой части я сейчас немножко поработаю. Замешивать я сильно не буду, она уже замешана была хорошо. Посмотрите, как эластично, хорошо раскатывается. Люблю такое тесто. Самое главное, что не прилипает к рукам. Какая прелесть. Как это сделать? Жгут. Теперь давайте и этот сделаем. Какая прелесть. И теперь я таким образом сделаю. У меня дедушка когда-то был пекарем. К сожалению, мне не пришлось его в жизни увидеть, потому что он
погиб во время войны. Я когда с моей матерью разговаривал, она говорит, ну вот ты как дед у нас печешь. Так что взял такие дырочку и такой получился у меня классный кружочек, как колечко. Сейчас я сюда все сложу, приготовлю к жарке и таким образом я сделаю много колечек. Видно? Видно. Так что я возьму еще один дырочку в серединке. Так, покручу, наверчу. И колечко получилось. И так мы сделаем все то, что у нас на столе. Пока у нас масло еще подготавливается. Кружочки получились, эти самые кольчики, кольца получились не совсем как положено, но самое главное мы делаем для себя, потому что у меня дети, они с удовольствием это будут кушать. Потому что эту партию я сделал так колечками, а другую партию, то, что у меня отложено, я, наверное, сделал просто мячиками, кругляшками. Посмотрим, что получится. Самое главное, чтобы было вкусно и чтобы всем понравилось то, что кушаете. Самое интересное, когда я сегодня на YouTube был, я искал этот рецепт долго. И все эти видео на YouTube старые, где-то 8 лет или еще чего-то. Так я думал, что ладно, давай я попробую и посмотрим, что у меня получится. Рецепт с пончиков или кругляшков, или этих колечек я оставлю на YouTube под видео, так что посмотрите, может быть, вам захочется тоже попробовать. Но честно скажу, там, где я живу, у нас здесь такое не продают, то, что с бывшего СССР. Иногда, как ностальгия набирает, хочется что-то такое, что было в прошлом. Вот то я и пытаюсь сейчас сделать. И у нас, к сожалению, здесь, где я живу, только есть магазины, но они очень далеко от меня, где я живу, а тут самый такой близкий, это турецкий магазин, и они продают там, ну не все, что хотелось бы, но главное, чтобы не лениться и попытаться можно сделать. А на следующей неделе, дай бог, если все хорошо у меня получится, я попытаюсь даже сделать вареники. У меня мама делала раньше. Я помню, когда у меня отец сам родом был с Краснодарского края, бабушка была хохлушка у нас под Черниговщиной, а дедушка был у меня донской казак. И вот когда мы ездили в Краснодарский край, там мне тетя жила, летом всегда мы ездили, и она всегда делала вареники с вишней для меня. Это было что-то невероятное. Я до сих пор вспоминаю, но, к сожалению, в то время я был еще маленький, только вот... А сейчас уже время проходит, и думаешь, Господи, как хотелось бы вернуться туда в то время. Было намного интереснее. А сейчас интересно, но все по-другому. Так, все кругли, как вы видите, я сделал много этих колечков, так что посмотрим, что у нас получится. Да, сейчас посмотрим, как у нас масло подогревается, и начнем жарить. У меня все уже подготовлено. Вот таким образом. Так. Итак, у меня масло подогревшее. Сейчас мы снимаем, убираем и начнем жарить. Итак,
С Богом. Посмотрим, что у нас тут творится. Что-то у нас получается. Жарится красиво. Увеличиваются в размере. Всплывают. Дай Бог, чтобы что-то у нас получилось сегодня. Они подрумяниваются так, что я сейчас их переворачиваю. Переверну быстренько. И пускай с другой стороны тоже поджарится немножечко, и мы снимем. Пользуюсь я китайскими палочками у меня. И удобнее переворачиваться, чем вот с этим. Сейчас мы их положим сюда. Так. Это кухонное бумажное полотенце, она впитывает все масло, чтобы они не очень маслянистые были. И этим образом продолжим другие жарить. И потом мы их посыпем сахарной пудрой. А один этот я хочу попробовать, что же у меня получилось еще горячее. Смотрите. Смотрите, возьму. Как вата. Какая прелесть. Так, я взял один мячик. Посмотрите, как он разрывается красиво. Мягкий. Пышный. И вкусный тоже. Итак, посмотрите, какие у меня красивые получились пончики. И мячиками, и кольцами. Какая красота, они очень вкусные. Дети будут рады этому художеству, что я с ней сделал. А на этой ноте хотел бы с вами попрощаться. Большое вам спасибо, что вы зашли на мой канал, посмотрели это видео. Если вам понравилось, то поставьте лайк. Если вы хотите поддержать мой новый канал, подпишитесь, пожалуйста, тоже. И я желаю вам самого наилучшего. Берегите себя, своих знакомых, друзей, близких и свою семью. И мирного неба всем нам. До новых встреч. Пока-пока.